ESCast.com разговаривает с президентом латвийского клуба фанатов Евровидения Мирославом Кодисом. Добрый день, Ярослав. Добрый день. Впервые в Латвии проводится подобная вечеринка. Планируете ли вы сделать регулярной? Это, в принципе, наша идея, потому что, как мы знаем, есть два больших концерта, промо-концерты, которые проходят перед Большим Евровидением. Это в Лондоне и в Амстердаме, но это все западная часть Европы, а эта часть как бы забыта. И вот мы бы хотели стать, может быть, вначале балтийской, что ли, прибалтийской такой вечеринкой перед Большим Евровидением, а потом, конечно, можно было бы подумать и о Восточной Европе, чтобы вот в этой части тоже что-то такое было. Как вы оцениваете первый блин? Удался ли он? Все ли, что задумывалось, все получилось? Ну, конечно, первый блин, то есть есть какие-то недочеты, что мы будем учитывать в будущем. В принципе, я, конечно, рад, и что это вообще случилось. К нам приехал Кончита, что замечательно, к нам приехали польские представители Польши, что тоже замечательно. Конечно, мы хотели больше, мы общались со многими. К сожалению, вот девушка из Литвы обещала к нам приехать, но у нее проблемы с голосом, она не приехала. Это единственное, наверное, такое разочарование. А так, в принципе, все идет, я думаю, для первого раза это хорошо. Все. Использовали ли вы опыт организации вечеринок Евровидения в других странах при организации рижской вечеринки? Небольшой опыт. Я сам не был ни на одной такой, не был ни в Лондоне, не был ни в Амстердаме, но я знаю, как у них это все происходит, потому что я общаюсь и с журналистами, я общаюсь и с организаторами тех вечеринок. Безусловно, я пообщался с ними, поговорил, как это все происходит, чтобы наподобие делать здесь, потому что самим звездам, самим участникам это проще и легче, когда они все это понимают. Но все остальное, конечно, мы сами тоже самое много что придумали, чтобы было что-то наше, а не только взятое из других. Насколько мы знаем, одно из отличий рижской вечеринки от проходящих в странах Европы – это будет наличие прямого онлайн-эфира. Насколько было сложно его организовать? Было, не знаю, насколько сложно, да, но вот это я сразу об этом подумал, потому что мы выбрали для концерта небольшой зал на 150-200 человек, и я подумал, что обязательно будут те, кто не смогут прийти, будут хотеть смотреть, особенно за границей живущие, поэтому и родилась эта идея об онлайн-трансляции. И организовать, есть свои сложности, но у нас все получилось, и транслировать нас будут на сайте общественного латвийского телевидения, то есть то телевидение, в принципе, которое и популяризирует Евровидение, и которое проводит Евровидение в Латвии. С ними мы договорились, а им эта идея понравилась, общались, и вот будет онлайн. Вы также планируете провести для гостей пресс-конференции, тур по городу Риге? Какова будет программа их пребывания в Риге? Или это ограничится только концертом? Нет, да, будет пресс-конференция, встреча с прессой, индивидуальное интервью, потому что мы получили очень много запросов от журналистов об индивидуальных интервью с участниками. И также мы хотим показать Ригу. Рига в этом году – культурная столица Европы. То есть вот это, наверное, та наша фишка в этом году, которую мы даже вот здесь написано Рига 2014, да, то есть это культурная столица Европы. Поэтому, безусловно, хотим, чтобы люди, участники и журналисты иностранные, которые сюда прилетают, чтобы не просто прилетели, сходили на концерт, улетели, забыли, а чтобы они Ригу видели тоже. Поэтому у нас на следующий день после концерта организуется тур по Риге, и мы покажем наш красивый город. Фан-клуб Евровидения в Латвии был основан только в этом году. Как пришла вам идея создания подобного клуба в Риге? Идея у меня уже была очень давно, потому что я каждый год еду на Большое Евровидение, я вижу, как это все происходит там, и существует ОГАЕ, вообще в мире вся эта сеть, как это происходит с фан-клубами там. У нас до сих пор этого не было, и поэтому я говорю, идея была давно, просто я думал, как это сделать, с кем это делать, я общался с многими людьми, и вот наконец-то у нас в Латвии тоже появился свой клуб, свой фан-клуб, та платформа, которая будет поддерживать Евровидение. Насколько большой интерес вызвала организация клуба фанатов Евровидения в Латвии? И вначале был небольшой интерес, от прессы был интерес, да, потому что приходили, это что-то новое, спрашивали, что это такое. В принципе, сначала был небольшой интерес, потому что люди присматривались. У нас вообще движение фан-клубов как таковое в Латвии не очень развито, у нас, может быть, хоккейное есть и все. Поэтому изначально было не очень, но сейчас, когда мы стали уже что-то делать, у нас уже была своя награда, у нас была своя вечеринка первая, сейчас у нас будет концерт, промо-концерт. То есть люди видят, что мы что-то делаем, и все больше и больше к нам пишут и хотят нам вступить и нам помогать. Какие у вас дальнейшие планы? Планируются ли еще какие-то акции со стороны клуба до Евровидения?
До большого Евровидения, наверное, ничего. Мы будем только популяризировать наших участников, это группа Арзамнеки, помогать им в чем-то. До большого Евровидения, наверное, ничего. У нас есть идеи, например, в будущем, может быть, какую-нибудь привести сюда, скажем, победителя Евровидения для встречи с поклонниками, то есть или же какого-нибудь участника из Латвии. То есть мы хотим тоже такие встречи организовывать, но это, скорее всего, будет уже после большого Евровидения. Планирует ли латвийский фан-клуб организовать какую-то поддержку представителей Латвии на Евровидении в Копенгагене группы Арзамнеки? Это все зависит от самих арзамнеков. Мы, безусловно, фан-клуб создан, чтобы поддерживать Евровидение, поддерживать представителей от Латвии. Поэтому зависит все от группы арзамнеков. Мы для них открыты. Если им нужна наша помощь, да, мы с ними общаемся, то есть мы им говорим, пожалуйста, что надо, мы все поможем. Насколько мы знаем, последние годы Латвии катастрофически не везет на Евровидении, 5 невыходов в финал. Наверное, скоро это будет абсолютный чемпион по занятию последних мест в полуфинале. Поэтому для того, чтобы каким-то образом подбодрить вас в качестве президента на этом посту, у нас есть маленький специальный подарок, который мы привезли из Стокгольма. Это диск победителя мелодифестиваля на 2014 Санны Нильсен, исполнительница, которая 7 раз участвовала в мелодифестивале, не пропустила ни одного финала, 7 раз квалифицировалась в финал. Попала, да. И в этом году она будет представлять Швецию, и у Латвии будет возможность поддержать ее в первом полуфинале, и будем надеяться, что в финале. И будем надеяться, что Латвия выйдет на такие же высоты в Евровидении, как и Швеция. И что... Очень будем надеяться, да. Спасибо огромное, спасибо. Мне нравится эта песня. Мы с Анной тоже общались, тоже звали. К сожалению, у них из-за графика, из-за репетиции они не смогли к нам приехать. Мы их тоже звали очень в Ригу и ждем их. Спасибо большое. Спасибо большое за интервью и удачи вам во всех начинаниях. Спасибо.